Государственная аттестационная комиссия 2007 года в ВИТУ начала свою работу с организационного заседания. Председатель комиссии, заместитель начальника службы расквартирования и обустройства войск Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Власов Виктор Владимирович объявил о целях и задачах аттестационной комиссии. В своей речи генерал-полковник Власов дал положительную оценку работы аттестационной комиссии в прошлом году и выразил надежду, что в этом году комиссия отработает не хуже. Генерал-полковник Власов также затронул общие вопросы по проблемам военного образования в стране и коснулся проблем нашего вуза. Говорил о необходимости повышения уровня физической подготовки наших курсантов. Он обратил внимание также на необходимость скорейшего внедрения и активизации новой ипотечной системы для военнослужащих. О составе Государственной аттестационной комиссии и плане ее работы объявил секретарь ГАК полковник Шабалин. Начальник университета генерал-лейтенант Зайченко доложил о полном выполнении учебных планов и программ курсантами выпускного курса и заверил, что все курсанты и выпускники готовы к сдаче итоговых государственных экзаменов и защите выпускных квалификационных работ. Генерал-полковник Власов Виктор Владимирович лично принял участие в проверке знаний курсантов-дипломников и остался доволен уровнем подготовки наших выпускников. Тяжело написать дипломный проект, еще тяжелее рассказать о нем аттестационной комиссии. Ведь в дипломном проекте заложены знания, полученные за период 5-летнего обучения. Но для того и нужна защита, чтобы впоследствии молодой офицер мог обойти все подводные рифы, встречающиеся на жизненном пути любого молодого специалиста. В этом году ВИТУ впервые выпускает молодых офицеров по новой специальности. Впервые на кафедре педагогика и психология проводится защита дипломных работ по специальности, организация и методика воспитательной работы в воинских частях строительства и расквартирования войск Министерства обороны Российской Федерации. Председателем аттестационной комиссии по этой специальности назначен кандидат исторических наук полковник Аксенов Анатолий Федорович. Наибольший вклад в дело обучения и воспитания будущих офицеров по новой специальности внесли начальник кафедры, доктор педагогических наук полковник Пашкин, профессор Маляров, доцент Радюкин, профессор Подкользин, а также командование 9-го факультета. Уже через год сама жизнь оценит качество и уровень подготовки курсантов по специальности педагог-психолог. Физическая подготовка в войсках является базовым предметом обучения. В 2005 году приказом министра обороны был внедрен государственный экзамен по физической подготовке во всех военных вузах. В этом году комиссию, принимающую государственный экзамен по физподготовке, возглавил начальник физической подготовки и спорта Ленинградского военного округа полковник Резник. Среди членов комиссии и состава кафедры физической подготовки ВИТУ особенно хочется выделить заслуженного работника культуры Российской Федерации, мастера спорта, кандидата педагогических наук, доцента, судью всесоюзной категории Чернобая Михаила Петровича. Недавно он отметил свой 70-летний юбилей. С 1972 года и по сегодняшний день он продолжает успешно трудиться на кафедре физической подготовки и спорта. Товарищ генерал-полковник, члены Государственной аттестационной комиссии на итоговое заседание собраны. Показаны глубокие знания законов, основных руководящих и нормативных документов. Работа аттестационной комиссии завершается итоговым заседанием. В отношении каждого выпускаемого курсанта принимается решение о выдаче ему диплома. Это может быть обычный диплом или диплом с отличием. Решается вопрос о присуждении золотой медали, о занесении фамилии курсанта на доску почета университета. Уважаемый Виктор Владимирович, уважаемые члены аттестационной комиссии, позвольте выразить признательность
и поблагодарить за, прежде всего, доброжелательность, то умелое руководство и уже, как вы сказали, не первый год, единодушные решения, которые были приняты в отношении наших выпускников. Теперь, когда все экзамены и защита дипломного проекта позади, курсантам присваивается квалификация в соответствии с полученной специальностью. Вручается долгожданный документ о высшем образовании. Это не просто документ, это путевка в новую жизнь. Вот и выпуск. 82-й по счету. Выпускники ВИТУ в новеньком обмундировании, сверкая звездочками на золотых погонах, выстроились перед университетом. Командиры и начальники сейчас дадут последнее наставление своим воспитанникам, которым будет присвоено первое офицерское звание лейтенант. Они примут поздравления от друзей, родственников, преподавателей и своих наставников. Это их заключительное построение в составе родного университета, в котором они провели 5 лет своей жизни. Товарищ генерал армии, военный инженерно-технический университет по случаю выпуска офицеров построен. Начальник университета генерал-лейтенант Зайцев. Приказом министра обороны Российской Федерации номер 0193 от 23 июня 2007 года присвоено выпускникам Высшего инженерно-технического университета в соответствии с статьей 47 Федерального закона о воинской обязанности и военной службе присвоено воинское звание лейтенанта. Производство офицеры приступить. Внимание, университет. Под государственный флаг и знамя. Смирно! Равнение направо! Вольно! Без рука? Есть. Морозов, ко мне. Поздравляю вас с завершением обучения. Желаю успешных служб, достойных результатам. Успехов и удачи вам. Лейтенант Корчак. Ко мне. Университет! Мирно! Равнение на середину! Товарищ генерал армии, выпускники военного инженерно-технического университета, офицеры присоединены. Начальник университета генерал-лейтенант Зайцев. Поздравляю выпускников военного университета производства офицеров. Ура, товарищи! Твое
служебной деятельности и успехи в поддержании боевой готовности войск наградить орденом почета генерал-лейтенанта Зайченко Павла Алексеевича. Служу Отечеству. Лярова Александра Алексеевича. Служу Отечеству. Орденом почета Дружинина Петра Владимировича, профессора. Спасибо. Служу Отечеству. А теперь разрешите обратиться к вам, уважаемые выпускники. Прежде всего, хочу поздравить вас с успешным окончанием прославленного вуза, с получением первого воинского звания лейтенанта. Для нас этот день и радостный, и грустный. Радостный, потому что мы видим в вас плоды своего пятилетнего труда, а грустный, потому что с каждым из вас уходит частичка нашей души, нашего сердца, нашего ума, и мы стареем еще на 5 лет. Хочу пожелать вам искренне. На первых порах всегда трудно. Не отчаивайтесь. Верьте в свою звезду. Необходимость свое дело. Как говорили великие, дело тем вернее свершишь, чем важнее его считаешь. Ваше дело, служение Отечеству, что может быть важнее и благороднее? Так будьте всегда трудолюбивы, не останавливайтесь. Такова священная заповедь многих поколений защитников государства российского. Пока будет жить этот завет, будет стоять государство, будет жить народ. Мы, выпускники военного, инженерно-технического университета, клянемся быть достойными славы наших предшественников. Клянемся! Клянемся! Везде, всегда и во всем высоко нести честь российского офицера. Клянемся! Клянемся! Быть верными традициям нашего университета. Клянемся! 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 Шагом марш!